Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина придет в вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад для энергообмена. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Что же происходит в вашей жизни? Боже, как же вам тяжело. Слушайте, ребята, смотрите, у вас произошла такая ситуация, которую вы то ли до сих пор не можете забыть, да, не можете выкарабкаться из этих негативных мыслей. Вам настолько было плохо, настолько было тяжело, настолько, знаете, это либо же предательство, либо разрыв какой-то, который вы безумно тяжело переживали. Причем, знаете, столько злости появилось у вас теперь и к той женщине, да, скорее всего, женщина проигрывается у нас. Очень неприятная ситуация была. У вас настолько, знаете, и обида, и злость на эту женщину. Причем это такая дама, которая, опять же, она могла увлекаться, да, потому что у всех будет по-разному, могла увлекаться магией. Либо же, знаете, очень сильно пыталась как-то вас то ли приворожить, да, но у нее это не получилось. Что-то такое она воздействовала на вас. Причем скажу, что вас судьба, в принципе, я не могу сказать, что любит прям, но у вас есть очень сильный ангел-хранитель, который вам помогает. Есть высшие силы, которые ведут вас по жизни и не дают окончательно сломиться. Да, у вас был очень тяжелый период. У вас был такой период, который, даже врагу, наверное, не пожелаешь. Так, что еще в вашей жизни проигрывается? Так... Вы смотрите, вы настолько такой человек, что, непоседа, хочется сказать, непоседа. Вы настолько активный, вы можете делать 10 дел сразу. Вы, может быть, даже у вас с дорогой связана ваша либо деятельность, работа, постоянно вы куда-то мчитесь, летите, что-то делаете. Вы очень такой, знаете, то ли изобретатель, я не знаю, какой-то, вы руками можете много чего делать, да, вы из ничего можете сделать конфетку просто. Я утрирую, конечно, немного, но вы такой, у вас куча идей всегда, к вам обращаются люди за помощью, вы всегда всем поможете, всем подскажете. Такой вы очень безотказный человек. Очень безотказный. Но то, что у вас такой период, да, у кого-то он и сейчас может еще продлеваться, этот тяжелый период, который произошел с вашей женщиной, причем женщина очень хитрая, коварная, я бы даже сказала. У некоторых уже он проходит, да, у всех будет по-разному проигрываться. Итак, давайте-ка посмотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад сегодня. Так, какая же дамочка, чем же она вас порадует? Пришла женщина, которая точно так, как и вы, она заинтересована именно в серьезных отношениях. Она заинтересована именно в любви. Ей не нужны какие-то легкие такие отношения. Она очень, знаете, семейно ориентированная. Она очень работящая, хозяйственная. Причем она и мужчин выбирает подобного склада. Знаете, она такая в чем-то даже романтика. Ей нравятся красивые мужские поступки, которые сейчас, конечно, редкость. Далеко не все мужчины умеют красивые поступки какие-то делать, да. Это женщина, пережившая очень серьезное разочарование. Тоже у нее был такой, подобно разрыву, да, отношений, либо развода. В этом вы тоже, вы с ней сходитесь. Она очень творческая натура, у нее может проигрываться не одно даже хобби. Может быть, она рисовать любит, я не знаю, там, вышивать, еще что-то делать. То есть она такая мастерица.
Скорее всего, она будет проигрываться, брюнетка, стройная брюнетка. Ну, я думаю, скорее она будет моложе немножко вас. Вот немного помоложе она будет. Так, да, посмотрите, она однозначно, вот она и вы ориентированы на семью. Вот в этом вы сходитесь. Она, знаете, вот дама, которая очень серьезно подходит именно к выбору партнера. Причем вот она скорее будет, знаете, сама себе мозг выносить, сомневаться, сопоставлять, да, вот именно при выборе мужчины, да и вообще вот в каких-то делах, при принятии серьезного решения. Она вот 10 раз подумает, она все взвесит, но очень такая, знаете, вот осторожная, скрупулезно ко всему подходит. Она очень такая, знаете, ну настолько вот семейно ориентированная, что для нее очень важны вот и отношения с ее предками, да, вот с родителями. Она очень уважительно вообще относится даже вот к пожилым людям. Детей она очень любит, да, вот она бы хотела, чтобы у нее и были дети. У кого-то, может быть, проигрывается, что уже есть ребенок, да, ну то есть вот такая очень такая серьезная хозяюшка такая, с очень серьезным подходом к выбору партнера. Причем, смотрите, дама, у нас выпало колесо фортуны, дама очень судьбоносная. Она выпадает вам по судьбе, то есть это женщина, которую ну, вам просто свыше послали, да. С этой женщиной вот будет у вас, знаете, такое ощущение какой-то мужской уверенности и силы. Вот если раньше, допустим, в прежних отношениях, вот, которые вам боль причинили, у вас может проигрываться, что вас, ну, в грош не ставили, да, вот как к пустому месту могла женщина относиться. Кстати, напишите, было у вас такое в отношениях или нет, что вас вообще за человека не считали. То здесь, смотрите, здесь вы у нас выпали императором. В этих отношениях женщина как бы бразды правления, вот в отношениях, там, либо же в семье, да, у нас семейная карта даже выпала. Она вот как бы будет относиться к вам как к главному в отношениях. Она будет все важные решения уже перекладывать как бы на ваши плечи, да? Потому что, ну, в принципе, в нормальных отношениях в семье так и должно быть, что, да, люди могут посовещаться, да, там муж, жена, допустим, но основное, главное решение мужчина уже принимает, как-то берет ответственность на себя. Это нормально, да, потому что мужчина – это глава семьи, не зря говорят. У вас настолько вот как-то будет, знаете, вот согласие, очень гармоничные будут и отношения, и в дальнейшем семья проигрывается даже. Вот настолько вот, когда бывает, знаете, с полуслова, с полувзгляда. И не пишите, пожалуйста, мне, что это сказки, потому что если у вас не встречалось такое, да, вот в отношениях, то это не значит, что такого нет. Есть масса примеров, когда люди именно, вот знаете, один только подумал, а второй уже говорит это. Вот люди на каком-то подсознательном, на интуитивном уровне очень чувствуют друг друга. И вот здесь будет приблизительно такая ситуация, когда, вот знаете, вот не нужны никакие склоки, не нужны скандалы, да, не нужны споры. Здесь вот именно с полуслова, когда вы будете понимать друг друга. Это настолько вот в нашем мире, наверное, очень редко бывает, к сожалению, да. Обычно как-то вот все по выгоде сейчас. Хотя вот на самом деле, да, вот эта женщина, я не могу сказать, что она простушка, нет. Она вот такая будет, знаете, вот, как говорят, должна быть хозяйка в доме, королева в обществе. Вот она приблизительно такая будет. Она довольно сильная личность. Если она, допустим, переложила, либо переложит на вас, да, какие-то там заботы, да, решение проблем, это не значит, что она такая вот вся слабачка и все на вас спихнет. Нет, она довольно сильная волевая личность, я вам скажу. Она, в принципе, вот в ситуациях, которые касаются там по работе, где-то в обществе, да, ну, вне дома, я имею в виду, то она очень, так знаете, умеет держаться реально по-королевски.
Вот дома она, либо же с вами в отношениях, она будет совершенно другая. Там она будет более ручная, домашняя такая, да. А там вот за порогом она становится вот королевой. В принципе, так и должно быть. Так, что же у вас еще будет проигрываться? Вот знаете, вы с ним будете как-то и путешествовать. И постоянно как-то вы будете, знаете, вот находить очень интересные какие-то вот, знаете, времяпрепровождения, что ли, да. Вот настолько вы будете заниматься какими-то делами, которые будут интересны вам обоим. Причем у вас с ней идут у обоих кардинальные перемены в жизни. То есть они у вас будут совместные такие вот перемены. Это не значит, что у каждого свои. Знаете, она из таких еще женщин, которая вот может и подставить плечо, вот когда будут такие ситуации, когда вам плохо, допустим, когда какие-то неприятности, не везет, да, вот такие женщины такого типа, вот как она может и утешить, и успокоить, да, как-то поддержать, да, вот вселить надежду, а не так, как некоторые женщины могут говорить, что ну я же говорила, ты такой сякой, да, и понеслось, еще больше добивают. Вот это нет, вот она настолько вот мудрая, знаете, женщина, что она умеет реально подставить свое плечо, вот поддержать мужчину, поэтому я вам говорю, что вот такие женщины — это большая ценность в наше время, потому что вы сами знаете, что ну, мир довольно корыстный, что ли, стал. Настолько вот тяжело найти сейчас, наверное, вот партнера, который был бы реально твоей половинкой. Причем жалуются и мужчины, и женщины. Да? Мужчины говорят, где же взять хорошую женщину. Женщины говорят, а где взять хорошего мужчину. Ну просто как-то вот то ли у всех разные ценности, то ли воспитание, то ли, я не знаю, влияет, конечно, и общество наше, все наши вот законы, уклады как-то, ну, меняют на все человечество, наверное, да. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, реально, как-то я смотрю, вот, да, вот и по своим клиентам, но мир просто перевернулся. Ну, чтобы найти партнера вот именно с какими-то чистыми, светлыми намерениями, но это очень большой подвиг, да, вот найти, где его найти. Очень многие на это жалуются, к сожалению. Напишите ваши истории, что вы думаете по этому поводу, я с удовольствием почитаю. Ну, а вы не отчаивайтесь, ребята, даже если сейчас у вас проблемы, у вас обязательно вот уже на пороге у вас хорошая женщина, с которой у вас будет полная гармония во всем, и о которой вы так давно мечтали. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!